Всем привет, наши дорогие зрители! Сегодня предлагаем вам рецепт вкусного, пышного, пасхального кулича. Вливаем 200 мл теплого молока. Вообще все ингредиенты должны быть теплые, чтобы дрожжи лучше работали. 1 столовая ложка сахара и 4 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем 10 грамм сухих дрожжей. Если берете живые дрожжи, то добавляйте 3 раза больше, 30 грамм. Перемешиваем хорошенько и оставляем на 10 минут. 130 граммов сухофруктов заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и просушиваем немножко бумажным полотенцем сухофрукты. Я брала разные, вы смотрите, какие есть у вас. Можно изюм, клюкву. Здесь у меня разные цукаты и сухофрукты. Добавляем немножко, 1 ложку столовую сюда муки и пересыпаем их, чтобы потом было легче распределить по тесту. Вот так. Такая пара у нас получилась, смотрите. Ориентируйтесь по своей температуре в доме. Когда немножко подойдет, тогда будем добавлять сейчас дальше. Добавляем 4 яйца, крупных яйца, они тоже у меня комнатной температуры. Добавляем сахар, здесь у меня было 180 грамм, 1 столовая ложка забралась раньше, то остачу высыпаем. Добавляем щепотку соли, перемешаем немножко. Добавляем 100 грамм сливочного размягченного масла. Добавляем ванильного сахара, у меня 16 грамм. И добавляем сюда цедру лимона. У меня 1 большой лимон, если маленькие, то можно 2. Хорошенько натираем только желтую часть, потому что белая будет горчить. Муку будем добавлять постепенно, смотреть по консистенции, чтобы не было очень густое. Общее количество муки у меня 600 грамм. Но нужно смотреть по состоянию самого теста. Такой густоты теста получилось. Уже его достаточно тяжело перемешивать. Минут 5 еще перемешиваем так. Добавляем сухофрукты и распределяем их хорошенько по тесту. И хорошенечко перемешиваем еще минут 5. Я еще немножко продолжу мешать рукой. Можно даже миксером вымешать это тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем теплое место. Можно еще положить сверху полотенечко, чтобы было так тесто тепленько, уютненько. И оставляем теплое место. Смотрите, каждый у себя какая температура. Или возле батареи, или можно слабо-слабо разогретую духовку. Но приблизительное время ожидания это час. Тесто должно увеличиться хотя бы вдвое. Вот смотрите, какое тесто у нас получилось. Простояло чуть больше часа. Но у меня оно стояло в чуть-чуть подогретой и остывшей духовке. Вот, смотрите, какое красивое. Какими волокнами тянется тесто. Хорошенько обмакиваем руки олеей, растительным маслом. И будем формировать такие кружочки, чтобы наполнить около 2/3 формочки. Формочка у меня высотой 8 сантиметров и диаметром 11 сантиметров. Вот так. И наполняем каждую формочку. Вот, получилось 4 таких у меня формочки с пасками. Сейчас накрываем их пищевой пленкой и опять убираем в теплое место, приблизительно на полчаса. Подошли пасочки, теперь ставим разогретую духовку на 170 градусов, приблизительно на 30 минут. Сейчас сделаем такое украшение из шоколада. Смотрите, разогретый шоколад у меня в пакетике, и я его буду хаотично так насыпать в воду, такое гнездо будет. И оставим немножко постоять в холодной воде, пару минуток, чтобы схватилось. Приготовим глазурь. У меня 120 грамм сухого молока, у меня такое гранулированное. Добавляем 2 чайные ложки сахарной пудры и будем по чуть-чуть вливать воду. У меня теплая кипяченая вода, 50 грамм. Но вливаем по чуть-чуть, посмотрим, сколько ее сюда понадобится. И хорошенько все разминаем. Вот такая глазурь получилась. Смотрите, очень простая в приготовлении. И такая консистенция подобная для белого шоколада. И хорошенько размазываем по паске. Ей можно сделать будет и потеки.
Вот такие пасочки у нас получились. Глазури хватило мне на 2 пасочки, если тонким слоем, то можно и на 3 растянуть. А сейчас, конечно же, одну мы с вами попробуем, но учтите, она сейчас еще еле теплая. Поэтому посмотрим, как она порежется, какая она в серединке. О, смотрите, какая красивая. Красивая какая. Сейчас еще... пахнет как. Сейчас еще попробуем. Смотрите, какая она. Пружиночка такая. Очень вкусно. Правда, очень вкусно. Хороший рецепт. Очень рекомендую всем. Если понравится рецепт, поставьте лайк. Всем мира, добра. Пока-пока.